есть вообще имбово, вот смотри. Все игроки фанатели, писали то, что это лучшее нововведение. Я пересмотрел свое мнение, на самом-то деле это топ-1. Не хочу никого обидеть, фанатов этого обновления. Киберспорт только не добавляйте. Всем привет! Сегодня мы будем составлять тир-лист обновлений, также рассматривать ивенты, там обсуждать скины всякие, которые вышли в этом обновлении. Уверен, вас будет очень интересно, поэтому погнали. Let's go! Начнем, наверное, с Кракена. Видишь, вот самый левый тут ивент. Да. Мне он понравился, наверное, на А-тир. Тем, что там была интересная активность, надо было выиграть 7 раз подряд, и тебе давали за это титул. Ну и, в принципе, сам ивент вроде неплохой был, поэтому я ставлю его в А-тир. А ты что думаешь? Это типа, который, когда с самолета летишь, тебе надо было в воду и дальше там плыть? Там надо было выиграть 7 подряд игр, и тебе давали титул. А если это он, то я в Вестир его ставлю, потому что я... Имбовый, да. Вроде это он. Вроде это он, да, поэтому я ставлю его в Вестир. Дальше сразу же, наверное... Мой самый любимый ивент, ну ладно, один из самых любимых ивент, топ-2 ивент — это трансформеры. Я большой фанат линейки трансформеров, я смотрел в детстве и фанател по всех их фильмов, скины, которые вышли в этом обновлении, я все их выбил. И это топ-1 для меня. Топ-1? Конечно, я тоже фанат трансформеров. Для меня это топ-2 будет, топ-1 там поинтереснее. Но я в Вестир ставлю. Конечно, 100%. Годзилла против Кинг-Конга. В целом тоже неплохо, хотя... Ну, на S-тир он будто бы не тянет. Как будто есть получше, на самом деле. Ну, для меня это самое лучшее обновление. Больше трансформеров я люблю именно Годзиллу и Кинг-Конга. Для меня это лучшее обновление. Я также выбил все скины в этой игре и огромный фанат этого обновления. Просто для меня это S-тир и самое первое место. Слушай, я пересмотрел свое мнение. На самом-то деле в S-тир годится Годзилла против Кинг-Конга. Let's go. Давай тогда мне планшетик. Давай, конечно. Отдали тебе инициативу, пора ее и забрать. Конечно. Ну вот интересный ивент с вампирами был, где за убийство противника брать сферу и восстанавливать здоровье. У тебя был еще выбор, либо ты вампир, либо оборотень. Для меня это, наверное, тоже S-тир. Один из самых интересных ивентов по механике игры. И я даже играл All Stars от него и выиграл, между прочим. Это еще когда мы не были знакомы даже. Да, в S-тир 100%. Конечно. Обновление последствия мне вообще не понравилось. Я этот режим максимально не понял и смысла в нем не увидел, потому что я пробовал играть, а различия от обычного режима там особо не было. Да и, в принципе, интерес небольшой к этому режиму, поэтому для меня это, наверное, самый низкий D-тир. Мне вообще не нравится это обновление и режим. Согласен, режимчик вообще не для газа. Ни для чего, даже покайфовать нельзя, там, с девочками поиграть. Ставим в D-тир. В D-тир, 100%. Говно. Новый ивент, да, 4.2, это где вышли растения. Ну, на самом деле, что-то прикольное, там тебя растения атакуют, в принципе. Как-то интересно это все выглядит. Немножко мультяшно, да, не особо реалистично. Ну, не особо реалистично, я согласен с тобой. Но в этом есть какой-то интерес, я бы его поставил, наверное, в B-тир, потому что на самом деле такого очень мало было в игре. И для разнообразия, и по механике, в принципе, меня устраивает. Ну, согласен. До А-тира он не дотягивает, но вот в Б, я думаю, ему самое место. Ну, для разнообразия будет он хороший, я его ставлю в Б-тир. Let's go. Так, ну давай-ка я выберу, Артем. Давай, передаю тебе эту эстафету, мой друг. Евангелион. Что ты думаешь по поводу данного режима? Ну, Евангелион, насколько я знаю, это вообще, в принципе, аниме. Я смотрел его в детстве, я помню немного про что там. Но тематику PUBG я тоже помню. Я разбирал это обновление, смотрел его. Я бы его, на самом деле, поставил также бы в B-тир, потому что достаточно неплохое обновление, но вот до S-тира и А-тира, мне кажется, он чуть-чуть не дотягивает. Давай-ка в Б-тир его поставим. Ну давай, сделаем это. Конечно. Тематический режим силы теней. Это очень старый режим и очень интересный. Эти катаны достаточно... Это когда, короче, ты с ними бежишь, короче, у тебя просто по тебе стреляют. Да, и ты пули отражаешь. Это было достаточно интересное, ну, очень интересное нововведение. Да. Для меня это 100% А-тир. На то время это было чем-то новым и очень интересным. Да, и даже сейчас, если добавят, тоже будет неплохо. Да, поэтому, если разработчики, если вы данный видеоролик смотрите, а я думаю, вы смотрите, либо, ну, кто-то там вот сверху, кто-то наблюдает за нами, катаны — это имба. Киберспорт только не добавляйте. Спасибо. Let's go. Морозная страна. О, это там, где были пингвины, и, между прочим, это большой ивент достаточно. Имбовый. Для меня, на самом деле, это очень интересный, красивый и, между прочим, активный ивент. То есть там постоянно бегаешь, сражения какие-то, что-то активное, постоянно слева противник, справа противник. И это очень динамично и интересно.
Ну, для меня как ивент и как обновление я бы поставил это в S-тир. Он достаточно реально интересный был. И по механикам тоже. Там можно было кататься на санках новых от этого пингвина. Не пингвином стать, по-моему. Можно было... Нет, возродить можно было пингвина, и он тебя будет резать. Точняк. Да, Вот и что-то там- такое там- я помню, вот, ну да. Там много чего интересного было, и я бы поставил на самом деле в S-тир этот ивент. Он очень S-тир? интересный, да. Я, слышишь, Артем, смотрю, тут так-то еще пару ивентиков может в S-тир залететь, поэтому я бы поставил его в А. Ну, я в S, ты в А, давай, выбирай это ты, раз у тебя планшет. Морозная сторона у нас отправляется в А-тир. Тут есть вообще имбово, вот смотри, я тематический режим шоу боевых искусств. Да, попробуйте это там, где первый раз луки были. Да, это вот самый тоже И имбовый. там была такая. крюк-кошка. Да. А вот крюк-кошка — это очень интересная механика, которую Тоже. всегда все игроки просили добавить. Это как Конечно. паутинка у Спайдермена была. Тогда, Я да. думаю, что это S-тир, потому что все игроки фанатели, писали то, что это Конечно. лучшее нововведение. И, в принципе, сама структура ивента, я помню, как она выглядит, как там Да. были устроены здания. Ну, шикарно. Конечно, в S-тир, let's go. Так, Перехватываю инициативу на себя. конечно. PUBG Mobile 4.0 «Жуткая ночь». Там, где были призраки. То есть там Оу. можно было становиться призраком, лететь, либо вселяться, либо, я не помню, взрываться вроде бы и отталкивать соперников. Что-то такое там было. Что-то такое. И ивент достаточно сам по себе был очень интересный. Я бы сказал, что в S-тир он не дотягивает, но вот в А-тир ему как раз В-тир самое ему место. самое место, я согласен. считаю, да. Let's Я go бы его в А-тир. добавил в А-тир. Ну вот, наверное, можно стоит разобрать глобальную переработку карт. То есть тоже такое обновление выходило, и тут переработали, я смотрю, Ливик. Я помню Да. глобальные переработки карт Мирамара, Эрангеля. Вот недавно как раз вышло то, что руины переработали в Боярд. Ну вот это было достаточно интересно. Как Сосновку перерабатывали, мосты. А тут такие незначительные обновления. Пару мест на Да, Ливике да. убрали. Ну и будто бы это... Мульту там еще поменяли тоже. Ну, Это, по-моему, в этой обнове. как ну, раз я таки думаю, было. что это Б-тир какой-нибудь. Я бы не ставил выше это Прям- обновление. Конечно. Никакого там ивента не произошло, просто такое небольшое Ну, нововведение. немного, да, и новое бывайте. ввели, и ввели на самом деле не столь глобально, поэтому для меня Да. это 100% Б-тир. Let's go B-тир. Земля динозавров. Обновление, Ну-ка. где все на динозаврах бегали, помнишь? Где был большой такой динозавр, на который садились. Я понял, да, конечно. Мы играли All Stars тогда еще от него. Ну, я играл. Мы играли? Я Нет, играл. ты играл, Я ты играл. Там был большой такой, вроде бы, тираннозавр, если я не Да, ошибаюсь. который сильнее, чем другой динозавр. И типа, если у тебя есть типа этот динозавр, то ты 100% выиграл. По-моему, что-то такое. Ну там да, было. там можно было на него сесть, его сложно было с него выбить, он топтался. да. Был еще маленький, трицераптор. Короче, какой-то раптор. Какой-то вот. раптор, да. И он да. был очень Let's go. быстрый достаточно, поэтому обновление было интересным, хорошим, качественным, самое главное. Конечно. И то, что динозавры и пабг, это... Вестир. Ну, я бы Вестир. я ватир поставлю. Ну, ва давай для мотивации. Для Моя мотивации. инициатива, я ставлю ватир. Для Но мотивации. для меня стопудово ивент получился хороший. Да. PUBG Mobile динозавры — это что-то новое, но там не было чего-то прям вау такого, чтобы можно было Сверхъестественного, поставить да. вестер, да. Гоку — это аниме, Ну-ка, и ну-ка. PUBG Mobile. Вот это вот. Да, я помню, Ага. добавляли очень много скинов. У меня есть У меня скинчик. тоже есть на аккаунте такая змея. Донатик. Белая, понял, где хвост такой торчит. Очень прикольно выглядит. Я в ней иногда играю. Я не помню каких-то достаточно таких интересных трюков от Гоку или механик, которые добавляли. Ни ивент не сделали. Задумка сама по себе Да, просто типа, скины. не удалась просто. скины, да, Да, и все. да. Это не всегда то, что мы хотим видеть. Поэтому я Конечно. ставлю Вастир. Бастир, 100% согласен. Новый тематический режим «Край зомби». Это тот ивент, где добавляли догонялки. Ну, никак не догонялки, понял, а где ты должен превратиться в зомби и съесть всех, а выжившие тебя отстреливают. Это был новый режим в игре вообще. Помнишь в классике, где можно было убивать зомби и побеждать орды зомби? Убивать боссов и потом противников убивать. Где миномет еще был. Не миномет. Огнемет. Огнемет, вот, да. Это очень давно было. Это Не-не, очень я давно думаю, было? Хотя... Давай-ка спросим у подписчиков. Подписчики, знаете ли или помните ли вы данный ивент? Лично вот мы с Артемом не можем вспомнить, что это за ивент, поэтому напишите в комментариях. Для меня это S, 100%. Задумка с зомби, да, неплохая. Типа. Мне тоже нравятся зомби, поэтому да. Куда ты поставил? А? Я в С. Для меня это S тир. Для тебя это C?
Но будет так, Давай. будет так. Версия 3.5 приближается. Смотри, вот тут мамонты, вот это вот все. Я помню вот этот ивент. Да, там был ледяной ивент. Тоже имбовый. Такой, там Мамонты. огромный замок такой ледяной, Да, и когда да, да. ты падаешь, там вообще Там жесткие файты были были. мамонты, на которых можно было бегать, как на том динозавре, как я Конечно, да. говорил. Ну, из ног Ну да, противника. да. Но он медленно был бегал имбовый. еще. Он был имбовый. Но Он был, большой, да. он топтал всех. Там был молот, который можно было бить и ставить вокруг себя преграды, чтобы по тебе не попали. Да, я понял. Такие я ледяные понял, да, я шипы. помню тоже. Ну, для меня это эстер определенно, и вроде бы я выиграл этот All Stars от этого ивента. Еще один All Stars ты выиграл? Нет, тот я занял топ-3, я перепутал. Обманщик, Ну, обманщик. Че, ну Вестир Вестир заслуженно, я 100%. думаю, да, имбовый, там имбовый ивентик, ледяной замок такой. Да, вот. это Всё. 100% без вариантов. Два последние, Артем, я даю Давай. тебе. Паровоз. Что это за паровоз? Паровоз, это, короче, где я еще All Stars играл. Ой, не All Stars, а этот турнир тоже. Соло, ты тоже играл его. Это же там, где еще коллаборация выходила с Атакой Титанов. Ну, там было По-моему, да, Там по-моему, же да. был этот еще ЭПМ, или как он называется, УПМ, который может притягивать тебя к стенам. Достаточно интересный ивент. Я помню, как катался этот паровоз по всей карте Рангеля. Да. Можно Там было два на него- даже, там два даже Да, их два было. паровоза, можно было на него сесть. И газовать. Не знаю, с одной части, с Новорепны, допустим, до Верхнего Георгополя аж доехать. Да, это Ну, имба. очень прикольный ивент, Но, но я бы поставил его. знаешь, в нем проблема такая была, то, что вот на всех ивентах, типа, там подраться можно, а вот именно вот, когда вот этот ивент был, я особо что-то на ивенте, типа, людей не видел. Там большой ивент был, да, достаточно такой неудобный в плане сражений, потому что было очень много мест, где можно сесть, закрысить, там были нединамичные бои, но был Титан, можно было превратиться в Титана. Ну, это тоже такая дисбаланс механика, потому что я помню, как он мог бить через стены. Да, Задумка да, хорошая, реализовать можно было чуть лучше. Я поставил бы ватир, но определенно, если доработать и чуть-чуть лучше подумать головой, это определенно эстир, потому что механика с паровозом — это прям что-то новое в игре было. Одно из интереснейшего за последнее время, что выходило. Соглашусь, Ну, я да. ватир ставлю. Ну, Последнее спасибо. обновление, я не знаю, что Феи. это, какие-то феи. Тоже лично не помню. Напишите тоже, пожалуйста, в комментарии, подписчики, если вы помните, что это за обновление. Мы лично с Артемом вообще не помним, что это такое. Выглядит картинка интересно. Да. Не хочу никого обидеть, фанатов этого обновления. Я так предполагаю, что там можно было превратиться либо в фею, либо в какого-то медведя. Но я думаю... Медведя? В медведя, да. 100% нужна помощь ваша в комментариях, Конечно. потому что я, честно, не помню. Да. Вообще. Картинка мне нравится, я поставил бы в байтир его просто. Так что, фанаты, не обижайтесь, если помните сами или знаете. Если обидел вдруг кого-то, напишите в Да, комментарии, обязательно прочитаем. На всякий случай Артем извиняется перед вами. Да, на всякий случай. Ну, для меня это 100% байтир. Да, ну по скинчикам, типа, ну я, ты помнишь, что такое Ну, по примерно, скинчикам? да, что-то Б-тир какой-то Представление такой, есть. ни вам, ни нам, как бы такая середина, Да. твердая, троечка такая с плюсом, так скажем. Конечно. Что вообще скажешь, Артем, по поводу вот данного сбора обновлений, типа? Не, на самом деле очень интересное обновление. Я помню, как я Конечно. их играл, как я играл All Stars, турниры. Это было, ну, незабываемые эмоции, прям очень яркие, бурные впечатления. Поэтому для меня это, ну, на самом деле годный тир-лист. Очень много годных обновлений, ивентов особенно. Также я скины помню, скины на самом деле реально качественные выходили. Многие у меня есть на аккаунте, потому что я фанат многого, что тут есть. Я говорю, мне в целом вот все вот ивентики, которые в СА, я вот полностью согласен, типа, я вот хоть и не особо как-то участвовал, те, которые имбовые, я их всегда запоминаю. Будем на сегодня прощаться. Я думаю, Да. получился тир-лист достаточно интересным, особенно в компании двух, ну, таких вот экспертов, так скажем, PUBG Mobile, Да. гуру. Пишите в комментариях, чем вы согласны, с чем не согласны. И не забудьте, конечно же, написать про вот эти вот два ивента, которые мы вообще забыли, вылетели из головы у нас с Артемом. Ну, вообще не поняли, что за ивентики, что за обновления. Мы обязательно все прочтем. Все. В целом будем с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Болейте за Virtus.pro. И до новых встреч. Всем пока.